Всем привет! В нашем сегодняшнем видео, как я и рассказывал в предыдущих частях, мы откроем заднюю крышку нашей магнитолы. Во-первых, посмотрим, какие там комплектующие, что там стоит, ну и займемся небольшой доработкой. Мы открутили 4 винта здесь. Теперь вот снимаем нашу плату. Здесь видим, что подключаются шлейфы на экран, на тачскрин. Справа у нас подсветка кнопок, микрофон. Сюда идут. Сейчас шлейф отключим, и плату можно будет отдельно с ней работать, не трогая наш весь корпус с экраном. Вот мы сняли шлейфы. Здесь видим два шлейфа, один 40-пиновый, другой 60-пиновый. Но это из-за того, что платы, они универсальные на различные экраны IPX, различные технологии. То есть подключается здесь это у нас на микрофон, на управляющий, по-моему, на reset кнопки. Вот этот шлейф идет он так вот сверху. Это у нас идет тачскрин, а вот здесь подсветка кнопок была. Так, можно теперь это взять, снять, а это уберем. Так, вот мы сняли плату. Так, ну что, мы сразу видим, да? Вот он, судя по всему, включается контактом. Посмотрим, что за контакты. Здесь не подписано, наверное, с обратной стороны. Что мы здесь видим? Ну, название, понятно. XY авто. Здесь мало комплектующих, честно говоря. Вот какой-то конденсатор входного фильтра. Ну, что мы видим здесь сразу? Да, это у нас СУ-3.1. То есть это, соответственно, тип аудиопроцессора. Не аудиопроцессора, ну, который отвечает за аппаратную, скажем так, составляющую магнитолы. Не андроидную, планшетную, которую мы сняли. И, можно сказать, что магнитола — это планшет с прибавленные комплектующие на прием радио и усилителем. То есть вот тип этого процессора, это зависит, что это было 2.9, по-моему, 9.1. В общем, если у вас 3.1, значит магнитола может уходить в сон, то есть при отключении кнопочки ASS, то есть выключение замка зажигания. Там на форуме 4PDA посмотрите, как обновлять можно МСУ. Так, сейчас мы снимем эти вот болтики и посмотрим уже с обратной стороны, какая у нас плата, что там стоит. Так, ну вот мы открутили. Это, в принципе, можно было радиатор убрать, крышку, но через нее проходит вот наш разъемный микрофон, то, что я говорил. Так, а подключен у нас вот, и как видим, да, разъемчики миг плюс, миг минус. Ну, к чему я, как и говорил, что китайцы сделали колхоз, просто припаяли к вот этому разъему, к выходу 3,5 джет аудио. Ну, что я могу сказать, если у вас нет выхода, а вы хотите внешний микрофон есть, поставить, можете сделать так же, подпаяв сами разъем, к которому будет подключать внешний микрофон. Насколько я помню, на ветке почитаете, он этот выход никак не отключает внутренний микрофон, то есть он запараллелен. То есть, если вы хотите будете внешний микрофон подключать, вам надо будет отключить внутренний микрофон, потому что вместе они там будут давать эхо, ну, плохо будет работать. Хотя, говорят, есть какие-то прошивки, где внутри в настройках отключения, там настройка двух микрофонов идет, мик 1, мик 2. Есть то, я пока не видел, по крайней мере, то, что я смотрел, какие прошивки были, все говорят, что у них такого нету. То есть, если вы хотите сделать так, отключить надо будет внутренний микрофон и подключить наружный. Вот, ну, так подпаяв.
Либо там на том же 4PDA, я такую ремарку скажу, есть как улучшить прием, там микрофон, который стоит по умолчанию, он стоит далеко от отверстия, ну, отверстие микрофона, где там на дисплее. Его можно просто ближе к отверстию приделать, либо заменить на более чувствительный, от какого-нибудь старого телефона. И он прекрасно будет вас ловить, и никакого внешнего микрофона будет не нужен. То есть, так что я говорю, что вот это вот, за вот эту вот опцию я заплатил, по-моему, если не ошибаюсь, лишние $10. Так что, соответственно, получив такой колхоз, честно говоря, это можно сделать было самому на коленке. Не очень мне это, честно говоря, понравилось. Ну ладно, есть как есть. Так, ну что мы видим? Вот здесь место пустое. Видим, здесь обычно стоит чип радио, потому что эти магнитолы именно вот на процессоре MTAS 8227 LK с MCU 3.1 бывает идут с встроенным радио в комбо-чипе. Вот комбо-чип, он закрыт, мы открывать здесь не будем. Там радио встроенное, оно ловит только один диапазон FM. А вот здесь, бывает в некоторых версиях, есть чип радио. Вот здесь он стоит. Он там, естественно, и AM ловит, и УКВ. То есть некоторые, скажем, те, кто приобретал с чипами радио, чтобы улучшить прием, ставили вот такой экран. Ну, из жести там, или вот старый тут, у меня блок питания есть, ноутбука был. То есть делают, вырезают экран и припаивают, ну, закрывают, припаивают по периметру, по земле. То есть радио улучшается. Но у меня нету, делать, соответственно, я не могу. Это у нас, как вы видим, разъем под SD-карту. То есть его можно напаять, поставить. А если кто хочет, например, увеличить память у себя на магнитоле. Но опять же, на той ветке форума, где я вам скинул, там есть примеры, как их распаивать. Я это делать не буду. У меня 32 гига. Мне этого хватит, я не собираюсь использовать как компьютер портовой. У меня это в основном навигация, музыка. Ну, какие-то приложения, может ее посмотреть. Так, что мы видим дальше? Вот здесь у нас сам процессор, он закрыт. Я не буду его открывать. И, такой резиновочкой, закрытом термоизоляцией. Здесь у нас чип, по-моему, питания. Депо, если не ошибаюсь. Где иногда 6323 ЛК. Да, это чип питания. Здесь у нас есть чипы памяти. Ну, как они нормируются по тем параметрам, которые написаны, это надо посмотреть в интернете. Так, и что мы еще видим? А вот мы видим еще вот такой интересный, как видите, залит термопастой. Это наша микросхема усилителя низкой частоты. Сейчас посмотрим, что у нас стоит. Ну, на дешевых микросхем, на магнитолах с Китая ставят самую простую микросхему. Это обычно TDA 7388. Ну, сейчас очистим, посмотрим, что это за микросхема. Скорее всего, она и есть. То есть в интернете много роликов по замене этих микросхем. Так, ну вот очистили от термопасты. И что мы видим? А это у нас не 7388, а АС 7315НХ. Ну, что я скажу? Некоторые считают, что это аналог 7388. Но мы сейчас замерим тогда сопротивление на 3 и 5 ножке. Ну, как обычно проверяют качество микросхем. Тех же, например, 7850. У них там за 3,5 килоома должно быть сопротивление. Посмотрим, какое сопротивление здесь. Ну и оттуда подумаем, менять, не менять, честно говоря, потому что я наталкивался на мысль, что это не аналог, на информацию, что это не аналог, честно говоря, 7388, и некоторые даже считают, что это ближе к другой микросхеме по параметрам 7560. Ну, честно говоря, не знаю, 7560, по-моему, за 3 килоома сопротивление. Сейчас глянем, что здесь за параметры. Ну, оттуда подумаем, что будем делать. Ну, и также я посмотрел. Вот это у нас конденсатор фильтра
этой микросхемы, честно говоря, он совсем маленький, всего объем у него 470 микрофарад, это очень мало, соответственно, он не будет вытягивать на высоких частотах в любом случае, его надо будет, наверное, заменить. Ну, а вот входной конденсатор, честно говоря, по размерам, ну, я думаю, что он может даже 4 с чем-то, 4700, может, микрофарад, может, его и даже менять не будем, посмотрим. Наверное, оставим, потому что не видел я у него здесь емкость, а для того, чтобы замерить ее, нужно будет распаивать, потому что на палате не покажет полные данные. Ну, скорее всего, оставим этот конденсатор, заменим на этот. И, честно говоря, сделаю такую вещь. Видел я в интернете, читал информацию, что некоторые от питания микросхемы на 6-20 ногу кидают дополнительные провода, потому что дорожки на этой плате очень маленькие, и, соответственно, ток проходит небольшой, и не хватает вытягивать на хорошей акустике, да и, в принципе, более-менее нормальной акустике, мощности не хватает микросхемы. Сейчас, во-первых, замерим микросхему, как я уже сказал, и там будем думать уже. Так, ну вот я поставил на 3-5 ногу, ну тут не видно, склоняет катушка. Так, ну что мы видим? А мы видим 2 2,28 килоома. Ну, это явно не 7388. То есть микросхема явно, скорее всего, MOSFET. То есть, ну, как мы видим, сопротивление не 3, конечно, килоома, но и не как 7388. Отсюда что мы будем думать? Скорее всего, я сделаю так. Я эту микросхему менять не буду. Я ее оставлю. Единственное, что когда мы вытаскивали отсюда, видите, посадочное место, доблестные друзья китайцы просто залили термопастой. Ни прижима нет, ничего. Как мы знаем, чем лучше прижмешь, хоть и через термопасту, тем лучше будет теплоотдача. Вот я уже показал такую пластинку. Вырежу я из нее кусок. И когда микросхему будем вставлять, я ее засуну плотно-плотно. Может быть, 2 раза, чтобы было хорошее сопротивление с радиатором. А крышка является радиатором. Так что, значит, что мы будем делать? Я поменяю сейчас вот этот конденсатор. Вот я нашел у себя. У меня 2 таких вот конденсатора есть. Один вот такой. 4700 на 25 вольт. 105 градусов. И есть такой вот. Тоже, кстати, на 4700 на 25 вольт. Но он больше, ну, явно лучше. Так что, скорее всего, я сделаю так. Я поставлю сюда вот этот, постараюсь. Ну, наверное, как-то вот так придется придумать. Здесь, возможно, не знаю, какую-то, может, деревянную накладочку посмотрим, может, и пластиковую, потому что конденсатор нельзя сажать на термоклей, он нагреется. И уже через него, то есть к этой накладке прихвачу, а накладку саму можно будет накрыть на термоклей, ну, где-нибудь тут посмотрим, какое пустое место. Потому что нельзя конденсатор оставлять на ножках. Тем более в автомагнитоле, где есть вибрация. Так, и что я еще, наверное, сделаю? Да, действительно, микросхемка. Ой, плата такая простейшая, ножки вообще очень, дорожки тонкие. Так что я, наверное, скорее всего, от питания от ВСС на 6-20 ногу кину. Ну, наращу из дорожки из проводков. Ну вот, у меня есть там какого-то старого блока питания. Тут явно сечение побольше, рассчитано на 5 ампер как минимум. Я думаю, что хватит. То есть, скорее всего, кину. И
может быть, даже вот этот конденсатор тоже посажу по схеме. Сейчас прикреплю вам картинку, как микросхема. Ну, они все стандартные, и 7380, и остальные высшего качества. И это, соответственно, тоже 7560. Как у нее даташеты есть, и какая у нее схема запитки конденсаторов. Ну, насколько я помню, ну, я прикреплю, покажу, насколько я помню, там 470 микрофарад, это, по-моему, минимальная составляющая, а лучше ставить 2200. Так что, соответственно, если мы вместо этих 470 поставим вот эти 4700, это явно будет лучше. Ну, и дополнительно, как говорится, больше, не меньше. Конечно, бы хотелось еще вот этот заменить, потому что он явно, ну, там, 4 с чем-то. Но у меня нет больших, может быть, куплю там какой-нибудь 10 микрофарадник, может, как-нибудь придумаю его, там, изращусь и выведу наружу. Ну и, как я уже сказал, антенну Wi-Fi буду ставить, чтобы она вот тут наружу вынести за корпус и лучше ловила. Схемку тоже внизу вам сейчас покажу, куда надо подключать, подпаивать дорожку, провода, экран и саму Wi-Fi антенну. Ну, чтобы понятно было, естественно, можно запараллелить просто как у нас с разъема этот проводочек выходит. В общем, покажу сейчас на фотографии, как это сделано. Ну, в общем, вот что получилось, да? Вот плата наша. Что я здесь сделал? Первое. Подключил Wi-Fi антенну. Вот, как я еще раз показываю, видите, крайний разъемчик это сигнал, ну а шину берем в любом месте. Она потом выходит, соответственно, в корпус будет там. И там антенка, она зажимается у меня с помощью резиночки. Так, что я сделал? Я поменял красный конденсатор на... на форуме там написано, скорее всего, где-то в районе 4700. Поменял я, короче, не стал тут маленький ставить, второй 4700, который показывал. Купил другой на 10 тысяч микрофарад. Поставил сюда. Единственное, что закрепил его термоклеем, вот видите, немножко держится. Единственное, что он не влезает сюда, в это расстояние, да, пришлось вот немного подработать. Ну да, получился такой колхоз, будет немножко выступать, но не помещался он никак. То есть здесь слишком маленький разъем, хорошо на этих сериях вырезы есть, на некоторых даже вырезов нет. В общем, я вот немножко срезал, вот видите, получилась вот такая вот конструкция. То есть конденсатор будет немного выступать. Ну, когда соберу, покажу. Второй конденсатор, который я показывал, да, это вот вместо вот этого 470 микрофарад. Никак его здесь не только не поставить, он выступать, а будет, думал я его здесь вот вырезать отверстие насквозь, чтобы он так вот выходил. Но, честно говоря, тут тоже место, тут у нас резистор, тут катушка, никак не получалось. С Алёшей тоже не получается, высота небольшая. То есть он не поместился бы вот в этом разъеме. Ну да, китайские друзья наши так делают, что никак не поставить. Можно было, конечно, поменьше поставить. Ну, раз у меня был вот этот низкоимпедант, 4700 тоже, как раз для высокочастотных волн, да, звуковых. Ну, сделал вот такой колхоз. Да, конечно, смотрится это не очень. То есть это будет вот так вот выглядеть, когда я покажу. Но другого варианта я не придумал. Может быть, кто-то, конечно, придумает по-другому. Скажите, как чего, посмотрим. Ну, а, естественно, выходы. Вот, да. Я вот их пропустил через корпус, ну, с изоляцией. И это пойдет плюс и минус. Подключаться они будут вот к этому конденсатору. То есть поставил в параллель. То есть, соответственно, будете в параллели работать на усилитель не питания, а уже стабилизатор напряжения 4700 плюс 470. Ну, короче, в районе 5000 микрофарад. Что сделал дальше? Это вот с конденсаторами, то, что я говорил. Дальше
Ну, конденсатор я вот так расположил. Дальше я решил оставить выход на внешний микрофон. Ну, его немножко так закрепил стяжечками, чтобы не болтался. Покажу, когда буду уже собирать. Отпаял внутренний микрофон, он вообще маленький. То есть там, ну, совсем мизерный. Вот он. Вот такой там микрофончик стоял. Ну, конечно, качество его совсем маленькое. Плохой звук, хоть и инженерки можно настраивать, но я решил сделать по-другому. Нашел гарнитуру компьютерную старую, но она была поломана. Вытащил оттуда микрофон. Вот, ну, там поломанный. Видите, размер этого микрофона какой? То есть электретный он гораздо лучше. Ну, я вот так вот закрепил его. Сделаем выпуск где-нибудь рядом, там, может быть, над головой, может быть, на стойке. Посмотрим. То есть я оставил только внешний микрофон. Ну, они запараллелены все. Тот вообще отключил. Ну, и в инженерке там построим, увеличим уровень до 240, вот, говорят, делать. Хорошо будет. Ну, это когда сделаю, покажу уже. Когда будет следующее видео, будет монтаж и само головное устройство и проверка. Дальше. Что я сделал дальше? А дальше купил я релеха, нормально разомкнутом контакте, SDS-ка 9700. Ну, отсюда это не видно, видите? Вон она стоит. Вот она кверх ногами получилась, вот, видите? Я приклеил на термоклей на вот это наше посадочное место микросхема. Температуру срабатывания 60 градусов я взял, то есть нормальный разомкнутый контакт. Она запараллелена, этот термоклей запараллелен по минусу на вентилятор. Вот видите, я сделал, раскрепил вентилятор вот так. То есть видите, даже конденсатор, который хотел изначально выпускал, бы он заделал. Поставил, ой, не конденсатор, а вентилятор. Поставил его на выдувание, как в блоках питания компьютерных. Для чего? Потому что если он был бы на вдув, то внутренности всей вот этой вот нашей платы, микросхемы, они там через месяц были все в пыли, учитывая, как у нас пыльные дороги. Поэтому всегда советуют, и я поставил на выдув. Для этого такие проставочки поставил небольшие, чтобы была щель. То есть не только через дырочки корпуса шел, но еще вот так охлаждал. То есть поступает со всех сторон, охлаждает наш корпус, который является одновременно радиатором. И в питании, в разрыв питания, но не по плюсу, а по минусу. Видите, черный провод. Для чего? Потому что бывают там через какое-то время, понятно, это китайские релюхи могут коротить. То есть мы на минус сделали. То есть закоротит, просто будет вентилятор постоянно работать. Вот, сделал, поставил минус. И вот такие проводочки от вентилятора. Один пойдет к плюсу, другой пойдет к земле. Плюс сделаем и на постоянку 12 вольт, да, плюс, а от замка зажигания, ну, чтобы мало ли там закоротить, чтобы не молотил постоянно, потому что магнитола постоянно запитана. Кто-то, ну, и залил обычным клеем-пистолетом. Кто-то спросит, почему не термоклеем, клей-пистолет, радиатор нагреется, расплавится, но не забываем, с обратной стороны вентилятор на 60 градусов. При 60 градусах никакой термоклей не начнет сильно разжижаться. А при 60 градусах уже вентилятор сработает и охладит эту зону. Так что ничего не боимся. Вот такая конструктив. Сейчас буду собирать. Показывать. Ну вот показываю, кстати. Вот, видите, был красный. Он без маркировки. Написано только вот. Аудио. Ну, вроде как люди мерили, у меня нет тестера конденсатора мерить, вот здесь, который стоял, вроде на 4700. То есть я изначально, как помните, купил два конденсатора, вот этот, который поставил на стабилизатор уже самой микросхемы, и вот другой 4700. Но в паре, видите, сначала пробовал, думал поставить в паре, но, честно говоря, совсем колхоз. Здесь хоть один стоит, а тут было два. Ну, конечно, можно было оставить, кто-то, может, не хочет покупать. Я решил вот делать более поцивильнее, хотя, конечно, все равно пришлось подрезать.
А этот конденсатор я оставил, и мы сделаем питание магнитолы, то есть когда она загорится, включаем замок зажигания, может просадка по нагрузке идти при прокрутке стартера. Соответственно, магнитола может гаснуть, такое бывает. Поставим мы вот конденсаторы, бывает большие ставят, там даже 1000 микрофарад хватает. Поставим 4700 с диодиком, покажу саму схемку по питанию по замку зажигания, чтобы она при просадке прокрутки стартера она не гасла. Но это потом. Вот сейчас будем собирать, и уже в собранном состоянии покажу, как это все выглядит. Вот что получилось, да. Так, с этой стороны, да, вот конденсатор. Вот этот конденсатор вот в выпуске. И вот подключил к этому конденсатору. Сейчас здесь, видите, закрыл все изолентой тряпичной, ну, чтобы контактов не было, мало ли что. Вот подключил к АСС. Не видно? Закрыл, уже заклеил. К замку зажигания АСС на магнитоле плюс, минус на вентилятор. И еще сразу скажу, с плюс 12 вольт запитал на постоянку, которая запитал 6-ю и 20-ю ноги микросхемы, потому что, как я уже говорил в первом видео, дорожки вообще тоненькие все, микросхема потребляет, ну, ток не маленький, скажем так, ну, может на высоких частотах, поэтому не вытягивать, поэтому продублировал дорожки вот нормальными проводами, чтобы не было просадки по питанию. Ну вот, конденсатор, как выглядит, видите, впритык вообще зашел, вообще впритык. То есть там он, конечно, зашел, но я его, видите, тоже изолентой замотал, чтобы, как он, видите, прижат, держал изоленту, то есть не корпус сам был. Так, ну здесь, понятно, закрыл Wi-Fi, здесь микрофон припаял. Вот с обратной стороны вот как выглядит вот микрофон, вот она антенка, видите, как я ее закрепил. То есть через резиновую прокладочку она, получается, со стороны поджимается, а здесь сама антенна закручивается. Это не важно, что затягивает, потому что все равно в любую сторону делать. У меня просто пластмассовая набалдажник сломался, я его сделал термоусадку, он мягкий. Он у меня будет вниз стоять, потому что вверх места нету. Вот так он будет стоять. Ну, неважно, как поляризация вверх или вниз, главное не горизонтально. Вверх, если антенна вверх либо вниз направлена, то волны горизонтально распространяются, а если горизонтально, то вертикально. Нам на машине нужно, чтобы горизонтально сиденье. Так, вот, ну, вот так вот вентилятор подключен. Вот это конденсатор, который я говорил изначально. Да, немножко, конечно, колхозик, ну, с китайскими друзьями по-другому никак нельзя. Так, вот, как я говорил, вот здесь паял я микрофон. Вот у нас идет шлейф подсветки микрофона. То есть снимаем сам экран, откручиваем болтики, и там будет такая крышечка. Как она, вот, как, знаете, батарейки вставляет. Открыли, крышечка, там блок, к которому подходит этот шлейф. Вытаскиваете, здесь микрофончик стоит, который я показывал, что паяю. Ну что, сейчас будем ставить. Закрепим, подключим. И, в принципе, все. Будем испытывать уже. Ну, установка на машине будем ставить, проверять. Забыл сказать еще. Видите, такая у меня пластинка стоит. Это вот где у нас заходит микросхема внутрь. Она получается как, ну, в этом, помните, посадочное место. Ее по-нормальному, конечно, надо прижимать к радиатору. Но здесь нету, поэтому я вот такую пластинку, ну, старый был блок питания у меня какой-то, не помню. Обычная алюминиевая пластина там, которая экранирует. Загнал я туда в эту щель с усилием, чтобы было плотно прилегала площадка микросхемы к радиатору. Ну, вот так не стал отрезать, так загнул, чтобы она не мешалась. Вот, собрали мы окончательно. Видим, да, микрофон, антенка, но она будет вот так стоять у меня, потому что вверху места мало. Вот у нас конденсатор, видите, пришлось здесь вылезть, немножко подогнуть, потому что иначе бы вот сюда упирался.
вот эту часть пластмассовую. Даже, честно говоря, не знаю. Изначально, когда планировал, был так, конденсатор у меня второй стоял здесь. Может, кто-то и не захочет поставить просто параллельно сюда, вот так на стяжках, проводами будет. Но я решил вот так сделать. Конечно, впритык, совсем впритык. Тут, видите, сделал изолентой матерчатой. Ну, чтобы, если при вибрации, когда едет машина, не касался. Вот вентилятор. Видите, провода туда вниз уходят. На 3 саморезиках стоит. Единственное, конечно, да, там немножко перекрывает один вот этот разъемчик, видите? Но это разъем под канбас. У меня канбаса нет. Поэтому, если у вас будет блок канбаса, лучше сначала провода поставить, а потом вентилятор ставить. Ну, они как бы выходить они нормально будут направо, а вот засунуть, когда установленный, тяжеловато. Ну, вот такая вот у нас получилась доработка нашей магнитолы. Теперь следующее видео будет посвящено установке, инсталляции в автомобиль, настройки, ну, всего остального. Всем счастливо. Спасибо за то, что посмотрели видео. Пишите в комментариях, может кто-то какие-то свои новые доработки придумал, там пишите, поделимся, возможно, тоже ваши советы воспользуюсь, тоже что-нибудь намучу. Всем пока, всем до свидания.